Трехниточный оверлок GEMSI 1D принесли на ремонт. Как всегда, сделаем чистку, смазку, профилактику. Ну и, соответственно, будем смотреть потом, что неисправно. После того, как все устраним, сделаем, проверим, как работает оверлок на разных материалах. Так, ну что, все готово. Теперь можно пробовать. Так, ну что, шьем. Я верхнюю ниточку чуть-чуть продержу, вот так вот. Так, чуть-чуть прошил. И можно эту ниточку обрезать. Поехали. Цепочку идеально вывязывает. Так, ну и здесь тоже нормально, но здесь строчка. Строчку нужно отрегулировать. Значит, нужно затянуть сильнее верхнюю нитку. Так, сейчас попробую на черном материале, чтобы видно было, что нужно делать. Так, смотрите. Значит, нам нужно, видите, вот две нитки снизу затянуты. Значит, нам нужно нижние нитки отпустить. Так, вот это слишком слабо она раскручивается и не держит регулятор. Значит, нужно усики чуть-чуть разжать, вот так вот взять и чуть-чуть разжать, чтобы гайка самопроизвольно не раскручивалась. Вот она теперь будет жестко сидеть. И мы ее подтягиваем чуть-чуть совсем отпустили. И тарелочки, чтобы не болтались. Вот, чуть-чуть. И также тарелочки вот эти вот тоже отпускаем. Здесь регулятор гайка хорошо держит, но мы их отпустим слабее. И нам нужно затянуть верхнюю нитку, так как вот эта вот часть узелка, она не затягивает в узелок. Так, затягиваем верхнюю нитку. Так, ну и теперь попробуем. Что у нас? Так, вот получается у нас нитка пошла затянута. И вот смотрите, видите, вот у нас уже просвет появился. Вот эта верхняя нитка у нас уже затянута, а вот эту нам нужно ослабить еще. Так, и теперь еще вот эту вот нитку нам нужно затянуть, чтобы она вытянулась и узелок был с краю. И вот эту нитку нам нужно сделать так, чтобы она была вот здесь, вот узелки по краю. Значит, берем вот этот вот регулятор, вот этот, затягиваем туже. Так, и смотрим, что у нас получается. Смотрите. Так, еще туже. Видите, вот уже ушла. Смотрите, вот уже узелок. Видите, что получилось? Узелок уже перешел вот сюда, вот на край сверху. Ну, можно его чуть-чуть отпустить, чтобы он шел как раз по кромочке. Так, смотрите. Ну, вот здесь это он уже и перетянулся. Значит, нужно поджать еще. Ну, вот таким вот методом. Ну, и еще могу сказать вам. Строчка, качество строчки очень влияет от бобины.
Смотрите, вот идет по срезу, и вот идет по срезу. Вот это вот у нас идеальная строчка. Просто идеальная. Вот здесь вот узелки затянуты, вот здесь вот узелки идут по срезу нашего материала. Вот такая вот идеальная строчка. Вот смотрите, вот верх и вот низ. Видите? А здесь предыдущая вот сверху была строчка, она не сильно затянута. Вот это нижняя идеальная. Так, здесь в принципе все. Ну и теперь попробуем прошить на разных материалах. И еще я хочу сказать, качество строчки очень влияет от ниток. Конечно же, вот такие нитки на оверлок ставить нельзя, потому что они при работе болтаются, они могут цепляться. Сюда должны ставиться конусная бобина. Конусная вот такая вот бобина. Ну и обязательно качество ниток. Нитки могут цепляться на бобине, и, соответственно, вот эта строчка будет плавать у вас то вверх, то вниз. Это очень важно для качественной строчки. Обучающие видео по изготовлению окантователей и приспособлений самостоятельно смотрите на моей странице. Появятся вопросы, пишите на почту. Все ссылки в описании под видео. Так, ну и прошиваем. Так, отлично. Так, теперь вот такой вот материал. Так, здесь смотрим, тоже все отлично. Здесь тоже все отлично. Здесь отлично. И здесь тоже все хорошо. Ну и попробую вот такой вот тонкий трикотаж. Здесь тоже отлично. Вот строчка изнутри получается, узелки посередине затянуты. Так, ну еще джинс прострочу. Ну и обратите внимание, я шью тонкий материал. И без материала. Значит, машина строчит хорошо по звуку. Слушайте, вот я беру и строчу плотный джинс. Смотрите. Слышите? Как у меня нож только заехал на плотный материал, сразу пошел звук. Слышите? Я съехал, и уже все нормально стало. Смотрите. Слышите? Верхний нож болтается. Здесь появился люфт.
Это, конечно, произошло, можно понять, ну, от времени это одно, а второе от несмазанной машинки постоянно. Значит, вот этот нож разбит. Здесь уже абсолютно ничего не сделаешь. Так что вот что у нас получается. Если я шью на тонком, видите, все отлично. Все хорошо получается. На джинсе, слышите? Вот съехал, и опять машина пошла хорошо. Значит, здесь, конечно, ничего не сделаешь. Выработка есть выработка. Так, ну что, машина не обрывает, не пропускает. На тонком трикотаже все работает нормально. Только единственное, вот это со временем, если строчить, конечно, джинсы, то, соответственно, его будет больше разбивать. На этом пока все. До следующих встреч.